Доброе утро молодым, добрый вечер пожилым, давненько мы с вами не слышались. Если что, со мной все хорошо, не переживайте, всего лишь выскочил геморрой. Сегодня я вас порадую интересным, а для кого-то даже полезным видеогайдом. Уже как пару дней вышел Kingdom Come 2. Обращая внимание на недавний отчет Steam по статистике железа, у нас в топах по видеочипам по-прежнему висит затычка для микроволновой печи GTX 1650. Если учесть, что я являюсь счастливым обладателем лучшего решения в лице 1650 Ti Mobile, то считаю своим священным долгом показать простолюдинам, как запускать Kingdom Come 2 Deliverance. Встречаем, друзья! Ведь в нашем деле главное что? Правильно, не падать в крайности. Как говорил еще мой физрук про свой запорожец: тише едешь, дальше будешь. Полагаю, в этих словах была доля истины. Далеко не каждый человек способен воспринимать такой уровень графики, который я вам сегодня покажу. На такое способны лишь мои подписчики. Так что ты, зритель, который смотрит без подписки, да-да, наматывай себе наматывай, в общем, себе, ну ты понял. Начинать мы будем, как оно есть на самом деле. Запускаем игру, игра сразу же нас балует плебейскими средними настройками графики. Такое никуда не годится. Выставляем максимально возможные ультра, пупер, супер, RTX, DLSS, SASAO настройки. В конце концов, не просто так же у меня видеокарта с индексом TI на конце. Ах да, тебе, зритель, наверное, интересно, на какой сборке будут происходить тесты игры. Мой Potato PC состоит из следующих комплектующих. В качестве процессора у нас Ryzen 5 4600H. Видеокарту вы уже знаете, это GTX 1650 Ti. Завершает это все оперативная память объемом 32 гигабайта. Спустя некоторое время нам снова включили экран. В меню на ультрах у нас 120 кадров. Честно говоря, на такой сборке я рассчитывал, хотя бы, 500-600 кадров. Я думаю, в этом есть вина разработчиков. Они, кажется, плохо оптимизировали свой проект. Но да ладно, этим займемся мы. Ой-ой, в самой игре у нас консольные 10 FPS. Неплохой уровень для начала. Давайте воспользуемся новомодными свистоперделками вроде FSR. Крутанем, наверное, сразу на производительность. Мы все-таки на ПК играем. Нам как можно больше FPS подавай. После включения FSR мы можем заметить 400-кратный прирост производительности. Теперь мы имеем киберспортивные 13 FPS. На самом деле это уже хороший уровень. Будь моя воля, я бы уже завершал этот видеоролик. Но, как вы понимаете, мы здесь собрались вовсе не для этого. Наша задача добиться хорошей производительности, а также чтобы уровень графики позволил любому поколению геймеров вернуться в детство. С вашего позволения, мы пропустим перебор дефолтных пресетов, сразу дропаем настройки графики до минимально возможного уровня. Так, а что мы с вами видим? А видим мы, что ничего особо не изменилось. Опять этим лентяем-разрабам было лень сделать нормальные пресеты графики. Что минималки, что максималки, толком никакой разницы. Начинаем наше колдунство с чего-то простенького. Попробуем понизить разрешение и включить FSR. Вот, уже другое дело. Картинка начинает преображаться. Уже можем заметить эту самую, знаете, аристократическую пиксельность. Давайте сравним средний показатель FPS на ультрах и на царских минималках со включенным FSR.
Продолжаем творить магию, хотя... Ладно, чё это я выпендриваюсь? Я думаю, для того, чтобы выставить минималки, умственных способностей хватит всем зрителям. Я надеюсь. Сейчас, уверяю вас, мы начнем те самые колдунства. Нам стоит обратиться к древнему архиву магов. Переходим на страницу Nexus, скачиваем файл как раз под наш случай, переносим его в папку с игрой, что удивительно, но конфиг спокойно без танцев с бубном работает прямиком из папки с игрой. Запускаем игру с этим конфигом. Слушайте, ну уже неплохо. Игра начинает постепенно принимать черты игр середины 2000-х годов, но для нас это не предел. Ой, глаза не нарадуются, ай да лепота. Сравнивая обычные минималки и их FPS с минималками на этом конфиге, то у нас получается следующий результат. Если на вашей сборке уже достаточно кадров и в целом вы понимаете, что дальше вы не сможете понижать качество графики, я вас пойму. Ничего страшного. В следующий раз ты точно сможешь. Это нормально. Не у всех получается с первого раза. Мы с остальными ребятами, зрителями, пойдем дальше. Не переживай, все, мы вместе. Брат Тюни. Давай. Теперь наступает черед вашего покорного слуги взяться за дело. Возвращаемся к нашему файлу, там еще есть что урезать. Проводим некоторые манипуляции с дальностью прорисовки теней, растительности и так далее. Сохраняем этот файлик. Данный конфиг вы сможете найти в моем телеграм-канале. Скажем так, для любителей игр 90-х самое то. Ну или вы счастливый обладатель видеокарты 1650 Ti, то этот конфиг специально для вас. Запускаем игру с нашим отредактированным конфигом и наслаждаемся прекрасными видами. Красивые пейзажи заменились на выжженные пустыри, растительности почти не осталось, общая атмосфера стала гнетущей и в целом напоминает скорее постапокалипсис, чем средневековую Европу. Теперь можно с уверенностью заявить, что с задачей мы справились на ура. Кадровая частота пробила отметку 100 FPS и выше, и складывается ощущение, что игра теперь должна завестись даже на компьютере, который был популярен в 1400 каком-то там году. Мы буквально вырезали из игры понятие современной графики, не оставив ей и шанса. О былом графоне напоминают лишь модельки героев и не более, которые сохранили плюс-минус нормальный вид. Вы, главное, пацаны, не гоняйте с такой графикой, вы еще матерям нужны. На этом мы будем прощаться. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Вы, ребята, просто супер. Люблю вас. Фу, блять, пиздец, свинья ебаная.